Всем привет! В этой части расскажу про отделку и склейку каркаса кровати. Рейсмусный станок значительно облегчил дальнейшее шлифование. Ленточной шлифовальной машиной прохожусь вдоль волокон лентой с зерном 100. Мой мини-циклон при этих работах большой помощник. Верой и правдой служит мне уже 2 года. Перед обработкой морилкой снимаю ворс вручную наждачкой с зерном 220. Собрал простые рамки для ручной малярки. Очень удобно красить, шлифовать и сушить на них. Чтобы не было разводов от кисти при применении данной морилки, стираю ее, пока не образуется сухая пленка. Дальше 2 слоя полиуретанового паркетного лака. Чтобы добиться абсолютно гладкой поверхности, после высыхания каждого слоя прохожу мелкой наждачкой, практически без нажима. Для достижения эффекта под палисандр одну из кроватей грунтую красной морилкой, так как она поднимает ворс, после высыхания шлифую. Когда высохнет лак, полирую его сухим войлочным кругом.
Собираю филенки изголовья из обрезков вагонки. Набранную филенку симметрично обрезал по краям паза изголовья, чтобы она входила в паз примерно на 10 мм. Шлифую и крашу каждую планку филенки по аналогичной технологии. Теперь склейка из ножья. Перед склейкой защищаю обработанную поверхность ножек фанерой с прокладкой ППС. Для проверки соединений сначала собираю всю деталь насухо. Сразу после склейки закрепляю соединение саморезами и убираю излишки клея. Перед склейкой изголовий по бокам филенки вставляю валик из поролона.
Остальная процедура склейки аналогична изножьям. Чтобы филенка не болталась в пазу и не мешала спать, уплотняю ее капроновым шнуром. В следующей части сборка. А пока заходите на наши сайты и инстаграм аккаунты, там материал появляется более оперативно. Спасибо за внимание, всем пока.